республики, если ты постараешься. О да, она смотрит на твой член. Я был потрясен, но сейчас все в порядке. Опустись вниз, я сам тебя трахну. Опустись, не кончай. Мысли, не кончай. Но сейчас ты собираешься кончить? Встань направо. Я вижу. Так, все видите, остановитесь. Вы все отвратительны. Встаньте в линию, стройтесь, давай. Давай, иди туда. А сейчас я хочу, чтобы вы все подошли к номеру 416 и поблагодарили его. Спасибо за хорошую песню, которую он нам спел. Спасибо, 416. Я думаю, ты сможешь громче. Спасибо, 416. Вот так. Спасибо, 416. Я думаю, ты можешь сказать громче. Спасибо, 416. Да, вот так и говори. Спасибо, 416. О, прям от сердца. Спасибо, 416. О, да. Спасибо, 416. Спасибо, 416. Спасибо, 416. Спасибо, 416. Эй. Спасибо, 416. Спасибо, 416. Эй. Спасибо, 416. Эй. Этот эксперимент закончен. Там дальше охрана его вывела, да? Причем, на самом деле, эксперимент был завершен по двум причинам. Вторая причина состоит в том, что посмотреть пришла психолог и будущая жена Филиппа Зельвада. И увидела, как все вот эти психологи, а там человек 50 их было, прям, как бы... С восторгом смотрят в мониторы. Да, смотрят в мониторы и такие, что на 5-й день, кто бы мог подумать, там, какой эффект? Он когда еще вроде с ума Какая будет статья? Да, что вы вообще с ума посходились, представьте себе. Курщица щеночек. Вот, и в общем, все, на этом кончилось. После этого Филипп, это в общем этот эксперимент определил будущее Филиппа Зельвада. Он дальше занимался наукой, в общем-то, в основном вот про это, когда произошла ситуация в тюрьме Абу-Грейб, если кто-нибудь помнит, в Ираке. Там были фотографии насилия американских заключенных над иракскими этими. И пугает момент, что есть достаточно большое количество подборок, когда берут скриншоты из Стэнфордского тюремного эксперимента и фотографии оттуда, и они просто вот в один бьются. И Филипп Зельвад тогда входил в группу, которая занималась расследованием, потому что, естественно, вся армейская верхушка выступила примерно с одинаковыми заявлениями. Нет, что имеют место отдельные нарушения отдельных субъектов в отдельных местах. Но как бы мы их всех нашли и покарали, и мы больше не будем. И вот ученые, они вообще были за то, что это не отдельные субъекты в отдельных местах, и больше они тоже будут. Вот. Так, я, наверное, закончу на достаточно оптимистической ноте. Да. Я постараюсь, так что это, господи. Во-первых, Стэнфордский тюремный эксперимент стал гораздо более известен, чем эксперимент Мильгрома. И всякой музыки, литературы и кино по этому поводу больше. В 1999 году вышла повесть «Черный ящик» по мотивам происходящих по ней, было снято 2 фильма. Первый фильм называется «Эксперимент», его, возможно, многие смотрели, это немецкий фильм с Лейфтроем. И в 2010 году вышел американский фильм «Эксперимент» с Адрианом Броуди. Это, по сути, ремейк немецкого. То есть немецкий он по книжке, а американский по фильму. Да. Я посмотрела оба, они несколько отличаются друг от друга. Все-таки он не полный, ну как бы ремейк, но не 100%. Вот. Есть специфика американская, ее прямо видно. Но чем принципиально отличается, например, фильм «Стэнфордский военный тюремный эксперимент», из которого мы смотрели, в котором Зельвад участвовал, от тех фильмов. Там во всех действиях присутствует причинно-следственная связь. То есть ты посмотришь, и как бы там все вроде бы логично. Что там вначале заключенные бунтуют, потом эти думают, ну надо с этим что-то делать, что-то начинают делать, эти отвечают. То есть это вот такое конкретное противостояние, очень понятное. Оно как бы неприятное, но очень понятное. И основная эмоция заключенных в этом фильме, в этих фильмах, это все-таки гнев и возмущение.
А здесь, как бы, ты смотришь, тебе непонятно. То есть люди себя так ведут просто потому, что они в такой ситуации. Никаких внешних мотиваторов, конкретных таких, к действиям нет. То есть люди просто попали в ситуацию и ведут себя соответствующим образом. Вот. И главная эмоция заключенных — это все-таки не гнев, а подавленность и покорность. Оба фильма кончаются бунтом. То есть эксперимент прерывается из-за того, что заключенные начинают бунтовать. Здесь, как видите, даже намека на это нет. Эксперимент заканчивается силами, собственно. А можно вопрос? Да. В тюремном эксперименте каждый знал, что другие люди — это тоже студенты? Да. Они все знали, что они студенты. И, возможно, знали друг друга. И, возможно, знали друг друга. После прошел брифинг, они обсудили ситуацию сначала с заключенными, потом с тюремщиками, потом все вместе. Этот кусочек тоже есть в фильме. И там есть замечательный диалог, собственно, бывшего заключенного и бывшего охранника. Вот. Да. На оптимистической ноте мы не закончим, мы просто его посмотрим. Просто я в конце хотела показать кусочек лекции из ТЭДа, собственно, Филиппа Зимбарда. И он довольно позитивный. Если мне Леша еще 10 минут даст, я его покажу. Нет. А не Леша с временем? Я не распоряжаюсь. Юля, дарую тебе 10 минут. Лишнего времени не получишь. Не более чем. Потом лекция через час. Да-да-да. Ладно, тогда. Ну, столько там и решение, что из этого мы посмотрим. Чувствую, что это уже еще устал просто. Да, когда диалог мы смотреть не будем, посмотрим кусочек лекции Зимбарда. Все-таки он очень обаятельный товарищ, его очень хочется вам показать. Одна проблема, он говорит, если будет нифига не видно, вы говорите, потому что там дубляж, его надо читать. Если не получится, вы прекращаете. So what are the 7 social processes that increase the slippery slope of evil? Mindlessly taking the first small step, dehumanization of others, de-individuation of self, diffusion of personal responsibility, blind obedience to authority, uncritical conformity to group norms, passive tolerance of evil through inaction or indifference. And it happens when you're in a new or unfamiliar situation. Your habitual response patterns don't work, your personality and morality are disengaged. Nothing is easier than to denounce the evildoer. Nothing more difficult than understanding him, Dostoevsky tells us. Understanding is not excusing. Psychology is not excusiology. So social psychological research reveals how ordinary good people can be transformed without the drugs. You don't need it. You just need the social psychological processes. Real world parallels. Compare this with this. James Schlesinger, I'm going to have to end with this, says, psychologists have attempted to understand how and why individuals and groups who usually act humanely can sometimes act otherwise in certain circumstances. That's the Lucifer effect. And he goes on to say, the landmark Stanford study provides a cautionary tale for all military operations. If you give people power without oversight, it's a prescription for abuse. They knew that and let that happen. So another report, investigative report by General Fay, says the system is guilty. And in this report he says it was the environment created Abu Ghraib by leadership failures that contributed to the occurrence of such abuse. And the fact that it remained undiscovered by higher authorities for a long period of time. Those abuses went on for 3 months. Who was watching the store? The answer is nobody, and I think nobody on purpose. He gave the guards permission to do those things, and they knew nobody was ever going to come down to that dungeon. So you need a paradigm shift in all of these areas. The shift is away from the medical model that focused only on the individual. And the shift is toward a public health model that recognizes situational and systemic vectors of disease. Bullying is a disease, prejudice is a disease, violence is a disease, and since the Inquisition we've been dealing with problems at the individual level. And you know what? It doesn't work. Alexander Solzhenitsyn says the line between good and evil cuts through the heart of every human being. That means that line is not out there. That's a decision that you have to make. That's a personal thing. So I want to end very quickly on a positive note. Heroism as the antidote to evil. By promoting the heroic imagination, especially in our kids, in our educational system, we want kids to think, I'm the hero in waiting for the right situation to come along and I will act heroically. My whole life is now going to focus away from evil that I've been in since I was a kid to understanding heroes. The banality of heroism is it's ordinary people who do heroic deeds. It's the counterpoint to Hannah Arendt's banality of evil.
Our traditional societal heroes are wrong because they are the exception. They organize their whole life around this. That's why we know their names. And our kids' heroes are also role models for them because they have supernatural talents. We want our kids to realize most heroes are everyday people. And the heroic act is unusual. This is Joe Darby. He was the one that stopped those abuses you saw because when he saw those images, he turned them over to a senior investigating officer. He was a low-level private, and that stopped it. Was he a hero? No. They had to put him in hiding because people wanted to kill him, and then his mother and his wife. For 3 years, they were in hiding. This is the woman who stopped us to have a prison set. And I said it got out of control. I was a prison superintendent. I didn't know it's out of control. I was totally indifferent. She came down, saw that madhouse, and said, you know what? It's terrible what you're doing to those boys. They're not prisoners, they're not guards, they're boys, and you are responsible. And I ended the study the next day. The good news is I married her the next year. Came to my senses, obviously. So situation has the power to do the same, but the point is, it's the same situation that can inflame the hostile imagination of some of us that makes us perpetrators of evil, can inspire the heroic imagination of others. It's the same situation, and you're on one side or the other. Most people are guilty of the evil of inaction because your mother said, don't get involved, mind your own business. And you have to say, Mama, humanity is my business. So the psychology of heroism is, we're going to end in a moment, how do we encourage children in new hero courses that I'm working with Matt Langdon, he has a hero workshop, to develop this heroic imagination, self-labeling. I am a hero in waiting, and teach them skills. To be a hero, you have to learn to be a deviant, because you're always going against the conformity of the group. Heroes are ordinary people whose social action is extraordinary, who act. The key to heroes are two things. You have to act when other people are passive. B, you have to act sociocentrically, not egocentrically. And I want to end with a story that some of you know about Wesley Autry, New York subway hero. 50-year-old African-American construction worker. He's standing on the subway in New York. A white guy falls on the tracks. The subway train is coming. There's 75 people there. You know what? They freeze. He's got a reason not to get involved. He's black, the guy's white, and he's got 2 little kids. Instead, he gives his kids to a stranger, jumps on the tracks, puts the guy between the tracks, lays on him, the subway goes over him. Wesley and the guy, 20.5 inches height. The train clearance is 21 inches. A half an inch would have taken his head off. And he said, I did what anyone could do, no big deal to jump the tracks, and the moral imperative is, I did what everyone should do. And so one day, you will be in a new situation. Take path 1, you're going to be a perpetrator of evil. Evil meaning, you're going to be Arthur Anderson, you're going to cheat, or you're going to allow bullying. Path 2, you become guilty of the evil of passive inaction. Path 3, you become a hero. The point is, are we ready to take the path to celebrating ordinary heroes, waiting for the right situation to come along to put heroic imagination into action? Because it may only happen once in your life. When you pass it by, you'll always know, I could have been a hero, and I let it pass me by. So the point is thinking it and then doing it. So I want to thank you, thank you, thank you. Let's oppose the power of evil systems at home and abroad. And let's focus on the positive. Advocate for respect of personal dignity, for justice and peace, which sadly our administration has not been doing. Thanks so much. Не, потом.